По четвергам я работаю в недавно открывшемся центре репродуктологии. Здесь меня ждут женщины, для которых забеременеть большая проблема. Прошу вас, и выбросьте этот бред из головы. И умоляю, не мешайте мне работать. Что, голова? Что, сердце? Подождите. А что случилось? Судя по всему, гипертонический криз. Возьми салфетку. Быстро каталку и тонометр. Ну, я вижу пациентку в надежных руках. Она как раз по вашему профилю, с навязчивыми идеями, так что вперед. Держите такой, держите. Все. Давайте встаем. Вот так аккуратненько. Добрый день. Здрасте. Мы к вам по деликатному вопросу. Мамочка, ну у нас с собачками нельзя. Я не мамочка. Я замуж выхожу. И какая же это собачка? Это так, брелочек. Что-то я не поняла, при чем здесь замуж? Девушка, у нас больница, не ЗАГС. Да это я понимаю. Дело в том, что я просто хочу преподнести мужу на свадьбу, как бы это сказать, впечатление в подарок. Вы что, издеваетесь надо мной? Нет, ну что вы, просто тут люди. Давайте я вам на ушко. Не, ну все было, но такого еще не было. Ну что, как вы себя чувствуете? Спасибо. Голова не кружится? Нет, уже все хорошо. И что, часто у вас такое бывает? Да нет, это первый. Разнервничалась. Ой, он на меня так кричал. Вы не представляете. Чем вы так прогневали Валентина Ивановича? Хочу клонировать сына. Теперь понимаю. Вы знаете, мой сын, он сдавал анализы. Может быть, где-нибудь осталась его кровь по ней. Ой, не надо, вы только не смотрите на меня, как на сумасшедшую. Я работаю библиотекарем, я много читала о клонировании, поэтому пришла сюда. У вас ведь открылся центр репродуктологии. Вы знаете, исследования в области клонирования человека, безусловно, проводятся, но на сегодняшний день они запрещены. Нет, когда-нибудь это произойдет, лет через 10, через 20, но сейчас, увы. Боже, боже. Успокойтесь, пожалуйста. Спасибо. Расскажите мне толком, что у вас произошло. Мой сын погиб месяц назад на моих глазах. Водитель джипа на огромной скорости вылетел на остановку. Знаете, Славочка, окончил школу с золотой медалью, поступил на исторический, учился на отлично. Вот. Осталась одна. Все это очень печально. Ну, вы знаете, мне кажется, вам можно помочь. Как? Вы
Вы не пробовали забеременеть естественным путем? У меня же никого нет. Ну, может быть, тогда вам стоит задуматься о репродуктивной медицине? То есть в результате это будет совсем другой ребенок. Другой, но ваш. Ваш ребенок. Не хочу другого. Хочу своего сына. Извините, можно? Подождите минутку, у меня прием. Мария Петровна, воскрешение из мертвых и реинкарнация – это прерогатива высших сил. Давайте это все оставим, вернемся на землю. Я подумаю. Спасибо вам. Спасибо вам за сочувствие. Всего доброго. До свидания. Доктор, можно? Да, проходите. Слушаю вас. Доктор, мне очень нужна дефлорация. И мои подруги говорят, что вы делаете это лучше всех в городе. Девушка, скажите, вы серьезно предлагаете, чтобы я лишил вас невинности? Ну, наверное, вы имели в виду рефлорацию, да? Восстановление невинности. Ну да, а что я сказала? Ну, не важно, что вы сказали, важно, что я правильно вас понял. Хорошо. Да-да. Роман Алексеевич, позволите? Вы меня помните? Я была у вас в прошлый четверг. Да, Марья Петровна, конечно, помню. Проходите, садитесь. Спасибо. Я согласна. Я хочу попробовать родить ребенка. Это очень здорово, что вы решились. Я сейчас вам выпишу направление на анализы. Ну, все обычно. Там кровь, ЭКГ, УЗИ. А это ВРТ очень дорого? Подождите, давайте мы сначала с вами сделаем все анализы, обследуемся, а потом уже проговорим про стоимость и про все остальное. Так боюсь. Столько сомнений, все-таки возраст. Вы решились. Это главное. Ну что такое возраст? Не думайте о нем. Доверьтесь мне, прошу вас. Потому что если пациент не верит в успех дела, ну зачем тогда все начинать? Я вам верю. Ну, отлично. Ром, ей 52 года. Ну, ты же знаешь запрет начмеда не заниматься пациентками старше 35. Лёва, с Екатериной я вопрос решу. Ну, конечно, ты решишь, но ты пойми, Савчук – это женщина редкой душевной красоты. Вот ты добьешься успеха, она припишет его себе. А ошибешься, она тебя растопчет. Лёва, я это все прекрасно понимаю. Но ты согласись, при всех ее тараканах администратор она превосходный. И что? Ну, вот именно поэтому она сразу же зарубит твою благородную инициативу. Зачем ей неот в статистике? И главное, я не могу понять, вот тебе это зачем? Лёва, да это интересный случай. Да, аргумент железный. Лёва, у нас все получится. Это я тебе говорю. Скажите, вы в этот кабинет? Нет? Вы позволите? Мария Петровна добросовестно прошла все обследования и консультации. Сделала электрокардиограмму и сдала анализы. Наконец, самое важное обследование – ультразвуковое. Поэтому на УЗИ мы пришли вместе. Сейчас мы сделаем УЗИ, у нас молодой специалист замечательный. Она все объяснит. Проходите, пожалуйста. Прошу. Мария Петровна, у вас все в пределах нормы. Вы можете и забеременеть, и родить ребенка. Спасибо. Консультативное заключение я передам через Романа Алексеевича. Мария Петровна, подождите, пожалуйста, в коридоре. Да, да, конечно. Спасибо большое. До свидания.
Роман Алексеевич, насколько нам известно, вероятность забеременеть и родить ребенка при ЭКО процентов 20-25, не больше. Ну, вообще-то 25% это немало. Не зря Бондарев считает вас авантюристом. Вы тоже так считаете? Надюшенька, хотел спросить, вот… Не помешал? Нет, мы обсуждаем проблемную пациентку. У пациентки миома матки. Думаем, что с этим делать. В чем дело, Валентин? Объясни мне, пожалуйста, а чего торчал здесь этот… Этот Роман Алексеевич? Мы осматривали с ним пациентку Прохорову. Очень интересный случай. Несчастная женщина. Вы ее знаете? Я врача ее знаю. Я не понимаю, зачем вы так? Роман Алексеевич отличный специалист. Вы извините, мне нужно работать. Хорошо, я ухожу, но наш разговор еще не окончен. Проходите. Спасибо. Ну что ж, исходя из результатов анализов, у вас нет никаких противопоказаний к экстракорпоральному оплодотворению. Что это такое? То есть как это происходит? После лекарственной стимуляции в ваших яичниках созреет несколько яйцеклеток. Затем мы оплодотворим их в так называемой пробирке. И через несколько недель я подсажу их в матку. Ой, боже мой, ужас какой. Да вы не волнуйтесь. Но это простая такая манипуляция, она делается амбулаторно в женской консультации. Когда можно будет начинать весь этот процесс? Ну вот, получим разрешение начмеда и сразу приступим. Извините. Алло. Да, Екатерина Сергеевна. Сейчас подойду. Извините. Подождите меня здесь. Хорошо. Да, Екатерина Сергеевна, конечно. Роман Алексеевич, простите, а вам не кажется, что вы ставите слишком жестокий эксперимент? Мне кажется, вы перекручиваете факты. Скорее, я называю все своими именами. Роман Алексеевич, я хочу вам напомнить о запрете начмеда на любое использование репродуктивных технологий для пациентов старше 35 лет. Валентин Иванович, ну признайтесь честно. Просто вы боитесь, что у меня все может получиться. Екатерина Сергеевна, анализы показывают, что Прохорова абсолютно здорова. Она может забеременеть, выносить и родить здорового ребенка. Нет, я понимаю, риск огромный, но для нас это будет неоценимый опыт. Роман Алексеевич, послушайте, ей 52, понимаете? Не 35, не 40, а 52. Я понимаю. Понимаете? И думать забудьте. Мне лишние проблемы не нужны. Да, я понимаю, что проблемы, они портят статистику. Но не надо ерничать. Будет плохая статистика, наш центр прикроют в 2 счета. Роман Алексеевич, я понимаю. Я понимаю. Ну, за год-два наберете пациентов, будете делать, что хотите. Все, разговор окончен. Доктор, вы обнадежили меня. А теперь? Что теперь? У меня нет будущего. В столице я работал в клинике профессора Климова. Я влюбился в его дочь. Мы поженились. Однажды Нина сказала, что хочет родить ребенка. Я искренне ответил, что пока не время. Мы еще так молоды, нужно сделать карьеру, пожить для себя. Я не знал, что она была беременна. Нина решила сделать аборт. Моя дочь не
никогда не сможет иметь детей. Неопытный врач совершил роковую ошибку. Началось кровотечение. Слава богу, ее привезли в нашу клинику. Я спас Нину, но дорогой ценой. Она никогда не сможет иметь детей. Убирайся, чтобы ноги твоей не было в моей клинике. Нина не простила меня. Мы расстались. Так, Марья Петровна, я вас прошу, успокойтесь. У вас будет ребенок. Так, Лёва, давай договоримся так. В случае чего ты ничего не знаешь. Я тебя обманул и сказал, что получил разрешение начмеда. Все. Рома. Лёва. Ладно. Разберемся. Давай. Ром, ну смотри. Ну что, Марья Петровна, какие будут пожелания по поводу выбора донора? Так быстро. Я хотела бы кое-что уточнить по этому поводу. Я вас внимательно слушаю. Вот этот человек, он не объявится, не предъявит свои права на ребенка. Я могу вас успокоить, что доноры никаких прав на детей не имеют. Вы простите меня. Простите, для меня это как-то непривычно. Меня воспитывали совершенно по-другому. Я вас прекрасно понимаю. Все же давайте определимся в критериях. Образование, внешний вид. Да, вы знаете, я очень хочу, чтобы ребеночек был похож на сына. Понял. Теперь то, что касается финансов. Вот прайс. Саму операцию мы сделаем вам бесплатно, а лекарства придется оплачивать. Как дорого. Но я найду деньги. Найду. Да. Валечка, милая, как нет? Ну, пожалуйста, это очень важно. Я не хочу об этом говорить по телефону. Валечка, ради бога, разве я часто тебя о чем-то прошу? Ну, хорошо, я приду и все объясню. Ой, нет, Лёва, убери это. Ну а что ты хотел? Такие реалии. Мужчин, способных дать здоровое потомство, все меньше. А женщин, нуждающихся в искусственном оплодотворении, все больше. И найти подходящего донора очень сложно. Лёва, так это же ты. Кто я? Это я. Ну, ты. Здоровый мужчина. В самом рассвете сил. От 20 до 40. Ты что, никогда не болел венерическими заболеваниями? Никакими гепатитами? Имеешь здоровых детей? Вообще психически уравновешен, так сказать, политически грамотен. Ну, чего? Рома, не смешно. Лёва, я, между прочим, не шучу. Могу подарить миру еще парочку прекрасных львят. Ну, может, вот этот? Ну, да, ничего. Ну, вот все. Здравствуйте. Здравствуйте. Где я могу найти доктора Широкова? По лестнице, 2-й этаж, там кабинет подписан. Спасибо. Простите. Вы Широков, Роман Алексеевич? Да, здравствуйте. Я старшая сестра вашей пациентки Прохорова Марии Петровны. Очень приятно. Проходите. Я хочу посмотреть в глаза человеку, который втянул мою сестру в эту авантюру. Ну, посмотрите. Вы не хамите! Да вы не волнуйтесь, так присядьте. Спасибо. Ирония тут совершенно неуместна. Маше уже за 50. И вы предлагаете женщине в таком возрасте
только что потерявший единственного сына, забеременеть искусственным путем и заплатить за это кучу денег. Какова, кстати, вероятность успешного исхода этой сомнительной затеи? Я не скрываю ничего, процентов 20-25. И вы так спокойно об этом говорите? Если это не авантюра, тогда что же? Доктор, нельзя до такой степени любить деньги. Сначала о деньгах. Я на этом ничего не зарабатываю. Операция будет сделана абсолютно бесплатно, а вашей сестре придется заплатить только за лекарства. Теперь второе, о шансах. Для репродуктологии 25% – это очень высокий шанс. У некоторых пациенток не было и 10%, но они беременели и рожали детей. У вашей сестры неплохие анализы. У нее есть все шансы забеременеть и родить здорового ребенка. Вы себя послушайте. Родить в 50 – это смешно. Кажется, я теряю с вами время. Я вижу, с вами разговаривать бесполезно. Видимо, да. Денег на эту авантюру я своей сестре не дам. До свидания. До свидания. Маша, да не будь такой наивной. Нет, он просто хочет тебя развести. Ты только подумай, как может забеременеть, родить женщина в 52 года. Я говорю, выбрось эту дурь из головы. 2 недели назад я сделал вам инъекцию лекарства, стимулирующего рост фолликулов, в которых растут яйцеклетки. Это они? Да, это они. В общем, пока все идет нормально. Послезавтра будет сделана пункция, я возьму ваши яйцеклетки для дальнейшего оплодотворения. Это опасно? Да нет, я же вам говорил. Это все делается амбулаторно. Через полчаса вы уже пойдете домой. Ну, хорошо. Спасибо, Роман Алексеевич. Ну, до послезавтра. До послезавтра. И все-таки где ты нашла деньги на эту авантюру? Валечка, милая, давай не сейчас, я волнуюсь. Маша, я тебя последний раз прошу, не делай этого. Ты пожалеешь. Это что, твое окончательное решение? Да. Ну что ж, сама заварила кашу, сама и расхлебывай. Я умываю руки. Валечка, милая, ну хватит уже. Ну что значит хватит? Что значит хватит? А если что-то пойдет не так? Кто с тобой будет возиться, а? Ну, я всегда считала, что могу положиться на свою старшую сестру. Если это не так, скажи мне об этом прямо сейчас. Маш, я же переживаю. Не надо. Не надо, Валечка, я никогда ни о чем не пожалею, чем бы все ни закончилось. Я хочу этого, мне это нужно, понимаешь? В этом сейчас смысл моей жизни. Я ни за что от этого не откажусь. Не откажусь, Валя. Пункция фолликулов – процедура очень сложная и серьезная. Рядом с яичниками проходит множество крупных сосудов, поэтому каждое движение иглы должно быть абсолютно точным. Но Надежда – настоящий ас. Выводит органы на экран так, что попасть в фолликул не представляет особого труда. Лева, а ты всегда такой серьезный, когда зарождаешь новую жизнь? Ну, а то. Ответственная работенка. Мой инкубатор, конечно, не райский сад, но я думаю, что эмбрионам там будет хорошо. Интересно, это Адам или Ева? Сейчас Роман Алексеевич переносит эмбрионы в матку. Ему же 5 суток. Первый раз вижу в нашей больнице такую процедуру. Настоящий профессионал. Пока все идет нормально. Вы как себя чувствуете? Все, я уже скоро закончу. Тук-тук.
Ну что, как у нас дела? Спасибо, хорошо. Вы знаете, я никому на работе не рассказала о том, что решилась на такое. Как-то все это неудобно. Подумают, с ума сошла в такие-то годы. Ведь даже моя родная сестра так и не смогла меня понять. Послушайте, материнству не нужно стыдиться. Это же святое. И потом перестаньте вы все время говорить о своем возрасте. Ваш организм в прекрасном состоянии. Но только помните, пожалуйста, что в первые 3 дня после введения эмбрионов нужно быть очень аккуратным. Полупостельный режим. Меньше двигайтесь, поднимайте тяжести. Помните, вы теперь мама. Да, я как будто помолодела лет на 20. Да не буду я. Не ходить, не сидеть. Мне просто летать хочется. Это позже. Все, закончили. Роман Алексеевич, можно вас на минутку? Да, конечно. Слушаю. Роман Алексеевич, вы назначили гипергнил? Да, по длинному курсу. Ну, хотел добиться стопроцентной гарантии созревания яйцеклетки. Все-таки пациентка у нас необычная. Вы немножко перестарались. У нее то, что я думаю. У нее гиперстимуляция яичников. Майя Петровна, вам необходима госпитализация. Что-то серьезное? Вы знаете, из-за того, что созрело несколько яйцеклеток, у вас воспаление. Это воспаление нужно снять. Для этого нужно лечь в стационар несколько дней. Да, надо будет на работе предупредить. Да вы не волнуйтесь, я выпишу вам больничный. Спасибо. Максим, нужно срочно госпитализировать эту пациентку в ваше отделение. А почему не патологию беременности? Максим, я же объяснил. Если я засвечу с ней в патологии, Бондарь поставит всех на уши. Да. И Савчук мне спасибо не скажет. Да. Не, ну, Роман, если вы говорите, что это уникальный случай, то, конечно. Ну, это как-то не совсем этично. Я понимаю. Ну, в принципе, а мне самому интересно. Почему бы нет? Альберт Александрович, вы не подскажете мне, почему мне никак не удается распечатать этот документ? Кнопочка слева от вас кругленькая такая. А. Вот. Кстати, новость слышали сегодня? Какое? Вита Игоревна рассказала. Кстати, к нам сегодня в отделение гинекологии поступила пациентка 52 лет с синдромом гиперстимуляции яичников. Да, я понял, о ком речь. А я ведь в свое время предупреждал эту женщину о странности этих шагов. Но какое может быть материнство в таком возрасте? И, между прочим, я точно знаю, что начмед запретила Широкову заниматься этой пациенткой. Да, но Широков занимался. Да занимался до того, что сейчас эта пациентка лежит в отделении гинекологии с синдромом гиперстимуляции яичников. Так. Альберт Александрович, я считаю, что вы обязаны поставить в известность об этом начмеда. Василий Иванович, мое глубокое убеждение, что вас она послушает в первую очередь. Ну, с вашим-то непререкаемым авторитетом. Ну да. Да-да.
Вот, еще раз нарушил ваш прямой запрет. Я же говорил, авантюрист. Это правда, Роман Алексеевич? Абсолютно верно. Ну, тем не менее, мы не можем отказать беременной в медицинской помощи. Валентин Иванович, спасибо, вы свободны. Идите, пожалуйста, работайте. А вас, Роман Алексеевич, я попрошу задержаться. Что все это значит, Широков? Я понимаю, что это очень сложный, но очень важный случай. Такого не было ни в моей практике, ни в истории вашей больницы. Ну, а если не получится? Вы представляете, какой шум поднимется? А если получится? Поднимется совсем другой шум. Журналисты, репортажи. Представляете, какое количество пациенток повалит в нашу больницу? Вы говорите о статистике. Ну какая статистика? 2 пациентки в месяц. Это курам насмех. И это областной центр репродуктологии. Но учтите, в случае неудачи ответите по полной программе, вплоть до увольнения. А что, разве когда-то было по-другому? Все, вы свободны, Роман Алексеевич, идите работать. Сколько же мы не виделись? Месяца 4? Да больше, наверное. Яичники в полном порядке. Никаких следов гиперстимуляции. А как там поживает малыш или малышка? Но пока пол определить невозможно, у вас тазовое предлежание. Ой, боже мой, а что это такое? Ну, это когда на выходе из матки ребенок лежит не головой вниз, а попкой. Господи, а что же делать? Ничего, будем делать гимнастику специальную. Ну, главное, не переусердствовать. Вы как себя чувствуете? Ну, вполне беременный, живот уже заметен. Как окружающие реагируют? Реагируют. На работе то и дело спрашивают, не беременна ли я. А вы? Ну, честно говоря, ухожу от ответов, боюсь всяких сглазов, пересудов. Я вас понимаю. Да и что я скажу, если спросит, кто отец? Я же не буду объяснять, что донор. Так, Марья Петровна, ну мы же с вами говорили, вам нечего стыдиться. Вы у нас большой молодец, и у вас все будет хорошо. Да, спасибо. Из-за угрозы выкидыша я положил Марию Петровну в отделение патологии беременности. Держался она молодцом, хоть и приходилось ей нелегко. Роман Алексеевич, Да. мне сказали, что у моей сестры возможен выкидыш. Сказали, что ей прописан строгий постельный режим. Даже в туалет нельзя вставать. Ну, вы знаете, пока ей нельзя. Ну, не волнуйтесь, все будет в порядке. А если она потеряет и этого ребенка? Вы отдаете себе отчет, какие могут быть последствия? Ведь она воспримет это совпадение как какой-то знак, как какое-то проклятие. Какой знак? Какое проклятие? О чем вы говорите? Послезавтра день рождения ее погибшего сына. Спасибо, что пришла. Сейчас пойдем дождемся Романа Алексеевича. Добрый день. Добрый день, Роман Алексеевич. Марья Петровна, ну что, домой я вас отпускаю, но только я вас умоляю. Будьте, пожалуйста, предельно осторожны. Ну, а как же, Роман Алексеевич? Конечно, буду строго выполнять все ваши рекомендации. Познакомьтесь, это девушка Слава. Очень приятно. Взаимно. Лидочка пришла мне помочь собрать вещи, а я ей все про своих соседей рассказывала. Они мне замечания делают, мол, растолстела, а я только улыбаюсь. Ой, забыла совсем. Наша группа передает вам огромный привет. Они все так удивились. Да, как моя начальница удивилась, когда я пришла к ней декретный отпуск оформлять. Она все удивлялась, откуда я так точно знаю дату родов. Потому что я точно знаю дату зачатия. Да, ну ладно, пора идти. Помочь? Давайте. Спасибо. Что случилось? Мы сидели на кухне, пили чай. Вдруг оно упало и потеряло сознание.
Я сразу набрала скорую. Надо готовить срочную операционную. Позовите Широкого. Ну что, Роман Алексеевич, допрыгались? Екатерина Сергеевна, можно мы отложим с вами этот разговор на завтра? Мне нужно оперировать. Да уж, хоть мать спасите. Стойте, вам туда нельзя. Пропустите немедленно. В чем дело? Что с моей сестрой? Врачи делают все необходимое для спасения жизни вашей сестры и ее ребенка. Только не надо этих казенных слов. Если что-нибудь случится с моей сестрой, встретимся в прокуратуре. Пойдемте, пожалуйста. Пойдемте. Пойдемте. Ух ты, богатырь какой. Ух ты, красавчик. Здорово. Спасибо. Мария Петровна, учитывая высокий риск повторного кровотечения, я, к сожалению, вынужден был удалить у вас матку и придатки. У меня просто не было другого выхода. Это теперь не важно. Кто у меня? Мальчик. Сейчас увидите. Мальчишка, 352 сантиметра. Вон, богатырь какой. Красивый. Позвольте, я посмотрю вашу ранку. Так, ребенка унесите и реаниматолога позовите. Что? Голова не кружится? Нет. Роман Алексеевич, спасите меня. Я хочу жить. Все будет хорошо, я с вами. Вас не тошнит? Я хочу жить. Кровотечение из операционной раны – это симптом смертельно опасного послеоперационного осложнения. ДВС-синдром. Это когда в одних сосудах кровь тромбируется и закупоривает их, а в других, наоборот, она не может свернуться и возникает массивное кровотечение. Его невозможно остановить. Таких сосудов сотни. Неужели нельзя сделать операцию? Операция технически невозможна. Здесь нужны препараты крови, особенно свежезамороженная плазма. Ну и доноры. Как можно больше доноров. Сдавать кровь для Марии Петровны пришли сотрудники библиотеки. Но доноры были нужны еще и еще. Когда Лида рассказала однокурсникам Максима, кому и зачем нужна их помощь, практически все ребята пришли на станцию переливания крови. Лида, вы замечательная девушка, очень хороший человек. Я очень любила Славика. Это его мама и братик. Я ведь даже была готова взять этого ребенка, усыновить. Маша после гибели Славочки еле отошла. И я думала, любая неудача с этой беременностью просто убьет ее. А у меня, кроме Маши, никого нет. С мужем давно развелась. Вся моя жизнь – школа и Маша. Вот еще Славик был. Знаете, она ведь даже продала фамильные сережки бабушкин. Только сейчас призналась. Она их так берегла, а я, кажется, только сейчас поняла, что значит для нее этот ребенок. Мама умерла при родах Маши. Я выненчила, я воспитала Машу. Поэтому она мне скорее
дочь. Наверное, поэтому я и своих детей не завела. Спасибо. Я всю жизнь опекала Машу, потом Славочку и... Простите, но я боялась, что вы отнимете у меня сестру. Теперь я понимаю, что вы сделали для нее. Для нас. Спасибо. Простите меня. Простите меня. Здравствуйте, Владимир Иванович. Добрый день. Ну и шум устроил этот Широков. Уже из газеты приезжали, телевидение заинтересовалось. Да. Ну, а я и до сих пор считаю, что это авантюра. Только вот волей случая это не закончилось печально. Да-да. Роман Алексеевич, я пришла. Здравствуйте. Сейчас я вам выписку оформлю, и можете собираться домой. Спасибо. Вот, прошу вас. Спасибо. Так, Марья Петровна. Возьмите. Марья Петровна. Возьмите. Не все в этой жизни измеряется деньгами. Ну, спасибо. Ну, не знаю, дайте как-то обниму вас. Спасибо. Будьте здоровы. Всего хорошо. Собирайтесь. Всего доброго. Спасибо. Ой, Марья Петровна, вы теперь просто телезвезда. О! Да. Аккуратнее. Спасибо. Роман Алексеевич, Да. мы с Валей долго думали, как назвать ребенка. Я бы хотела назвать его Романом. Нам очень нравится это имя. Вы не против? Да нет, конечно, я не против, я даже за. Спасибо вам за все. Спасибо. Тезка, ну берегите Ромку и себя берегите. Спасибо огромное. И почаще ко мне в консультацию заглядывайте. Да. Да, Роман Алексеевич, ну что ж, вы были правы. Много шума. Гордитесь собой. Ну, не скромничайте, не скромничайте. Это же ваша заслуга. Да, честно говоря, я это все делал не ради славы. Просто бывают дни, когда приятно, что ты врач. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. А я к вам. Дело в том, что в моей жизни сейчас большие перемены. Вы не могли бы мне сделать повторную дефлорацию? Роман Алексеевич, зайдите, пожалуйста, ко мне в кабинет через 15 минут. Конечно, Екатерина Сергеевна. Ну что ж, пойдемте.